Всем привет! Real Steel E771. Нож EDC серии компании. Нож, который иностранцы в своих обзорах окрестили джентльменским. Определение мне по душе, а поэтому разрешите поприветствовать вас, джентльмены, и представить нож Sea Eagle, морской орел или просто орлан. Без преувеличения можно сказать, что это самый интересный и привлекательный нож компании, как в плане дизайна и качества исполнения, так и в плане баланса остальных характеристик, в том числе и стоимости. Несмотря на позиционируемую стоимость ножа на официальном сайте компании $66.50, реальная и справедливая цена на месте для конечного покупателя $55. Кстати, существует и немногим более дорогая версия этого ножа с карбоновыми накладками, которая не кажется привлекательной по причине полированных лайнеров, полуполированного сатинированного клинка и полированной клипсы. Не только с эстетической, но и с чисто практической точки зрения. Герой обзора версия с накладками из G10 и Stonewash обработкой клинка, лайнеров и клипсы. Итак, что же получит джентльмен за $55? Получит он в первую очередь недурственный дизайн, в очертаниях ножа действительно есть нечто хищно-орлиное. И несмотря на присутствие ощущения того, что дизайнер этого ножа явно черпал вдохновение где-то в севернее Поднебесной, удалось, кажется, ему сделать что-то индивидуально и своеобразное. Джентльмен будет приятно удивлен весом ножа, который при своих вполне нескромных размерах и стальных лайнерах имеет скромный вес 122 грамма и обрадован, собственно, полноценными размерами ножа. 95 мм длина клинка при общей длине 213 мм, что, согласитесь, очень неплохо. В основе полученного результата лежат максимально облегченные лайнеры, с тела которых удален весь металл, который можно было удалить. Знакомый по предыдущим обзорам ножи этой компании подход к борьбе с излишним весом. Так как накладки из G10 не идентичны по форме лайнерам, то с последних, как собственно и с накладок, сняты фаски. И не только с наружных ребер лайнеров, но и вместе приложения джентльменского большого пальца при захвате ножа и с внутренних ребер. Нож, кстати, очень удобно ложится в руку любым хватом и ощущается в руке не только легковесным, но и очень тонким, что не удивляет, его ширина всего 12,8 мм. Большой палец хорошо ложится не только в подготовленное для него место дислокации на рукояти, но и также на мелкие, не острые, но цепкие насечки на клинке. Весь этот джентльменский набор клинка, лайнеров, накладок и бэкспейсера из G10, помимо оригинальных дизайнерских втулок, держится дополнительно еще на двух элементах, скрытых от наших глаз, под накладками. Одной бонки с двумя винтами, которая собственно соединяет бэкспейсер и лайнеры между собой, и одной без винтовой направляющей бонки. Первая расположена практически в центре рукояти, вторая ближе к навершию. И раз уж речь пошла о сборке, стоит сказать, что все собрано и подогнано просто замечательно. Нигде ничего не болтается, все то, что должно стоять по центру, так и стоит. Там, где не должно быть люфта, его нет. Отдельно, конечно же, стоит в конструкции выделить две большие оригинальные втулки, которые занимают не последнее место как в дизайне рукояти, так и в ее конструктиве. Они абсолютно идентичны и по форме, и по размерам, довольно широкие и имеют сквозные отверстия, как и винты этих втулок, отверстия которых дополнительно оснащены шлицами под шестигранник. Свежо, смело и необычно. Отверстие втулки на навершие рукояти можно задействовать как темлячное. Вполне возможно, в него влезет не толстый паракордик. Или не влезет, в общем-то не важно. В конце концов, у джентльмена из кармана должен торчать платочек, а не плетенка паракорда. Отдельно обращает на себя внимание конструкция задней втулки, а вернее шкивообразная бонка, которая на нее одета. Теоретически ее также можно задействовать под крепление темляка. Но опять же из не толстого шнура, иначе он неминуемо будет перерублен клинком. Эта же задняя втулка
крепит на рукояти ножа клипсу, которую на первый взгляд можно переставить на все 4 стороны, но это только на первый взгляд. Под клипсу в самой накладке из G10 сделана выточка и ставится она только в одно положение. Клипса довольно жестковатая, но нож легко одевается на карман за счет ее формы и хорошо на нем держится. Небольшой кончик ножа при посадке остается торчать из кармана. При открытии ножа джентльмены обратят внимание не только на отличный флип, которым наделили нож однорядные подшипники, но и на благородный глухой щелчок клинка при фиксации. Клинок фиксируется, к слову сказать, заходящим на начало пяты клинка массивным таки-лайнером со знакомой по форме и исполнению по предыдущим обзорам насечкой. Джентльмену, внезапно оказавшемуся без бритвы, придется предстать перед дамой в непотребном виде. Нож хоть и бреет из коробки волосы на предплечьях и не встречает никаких препятствий при строгании бумаги, не располагает к комфортному бритью. Виной всему прямые спуски и сведения в 0,5 мм. Зато благодаря этим же характеристикам, своеобразной форме колющего дроппойнта и практически от обуха сделанным спуском, за счет чего нож получил фактически тройной клин, с остальными обязанностями универсального джентльменского ножа он должен справляться хорошо. Хотя рез некоторых материалов будет не идеальным. Так, например, картон клинок проходит несколько натужно. Думается, виной всему хорошая заявка на прочность. Толщина клинка, которая составляет у этого ножа 3,5 мм. На этом все. Это был Е771 джентльменский орлан от Real Steel. Всего доброго, джентльмены. Оставайтесь на канале, не спешите уходить.